Приветствую вас, друзья, на канале TacPlay, с вами Царь-младший. Ну что, у нас сегодня продолжение The Invincible. Продолжаем наше расследование, расследование на регистре. Наткнулись мы на конвой Непобедимого, хотя я думал, что он еще не прилетел, но они так говорили. Вот, у меня вообще... Я параллельно читаю книжку «Непобедимый», поскольку не успел ее дочитать до игры. И у меня вообще такое впечатление складывается, что там какие-то временные аномалии. Потому что в первой главе, которая называется «Черный дождь», как раз описывается тот дождь, под который мы попали на прошлом стриме. Наша героиня попала. Ну вот. И они тоже попадают в книжки под этот дождь черный. Вот я думаю, это не одновременно ли происходило вообще? Типа, фиг его знает. В общем, прямо у меня книга параллельно идет игре. Еще что-то я хотел сказать, что-то я заметил, но не помню. Ладно, вспомню, я расскажу обязательно. Обыскивая транспорт конвоя, ясно выясняет, что плоды могут летать и генерировать электромагнитное поле. Альянс прозвал их мушками. В книжке еще описывается какой-то прибор, который может считывать мысли умерших. То, что они последние думали, слышали, видели. Вот. Может, здесь у нас тоже появится такой прибор. Так, ну все, отлично. Идем дальше. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies, or just ended up here by pure luck. Luck indeed. This registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Come here, little probie. Маленький сандик. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Сюда не забраться, ладно, пойдем туда. На зонд, что ли, реагирует? Нет. Еще один чмурик. Ну и на зонд, и на жмура. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Еще один жмур. Is the probe
still with you? Yep, it's here. Так, мне это энергополе надо вырубить. Типа и на него реагирует. И на зонд, и еще на что-то. Так, ну ладно, сейчас здесь осмотримся. Может, мало ли, что я здесь пропущу. Так, в принципе, это можно вырубить. Посмотреть, что здесь есть. Надеюсь, мушки не налетят. Друзья, секундочку. Так. Ну, вроде ничего здесь нету. Так, ну тогда пробуем отключить вон дверь. Сейчас отключу, и как эти сюда крабы понабегут, блин, здоровые, забыл, как они называются. Ой, еще один. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Он еще и босиком. Send shivers down your spine. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Охренеть. Он башмаки, что ли, свои сожрал? The field is no longer a problem. Disabled. А пульта, All that's left is to get the flies out of there. а пульта нету от зонда? Или он так и будет за мной летать? Где он есть-то? Что-то звуки мне не нравятся. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Блин, а я номер не посмотрел на этом транспортере. Может, его надо было бы записать сюда. Но. Я дверь закрыл, что ли? Да, я дверь закрыл. All good. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Yasna, what are you wondering about? Yeah, sure. I got lost for a moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course, I'm on it. Although first, I like to see them up close. Very well. Just hurry up.
Ну что, посмотрим мушек? Они в пыль превратились. Ха-ха-ха. А, нет. I must admit, they look amazing. Ну, клади What обратно. have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Охренеть. А что, закрывать не будем, что ли? Вот так вот, а если перевернется и разобьется? А чё я не могу ничего сделать? Ну. Охренеть, мошки идут. Да чё ты стоишь? Чё она стоит? Ничего не закрыло, что-то стояло, вылупилось, блин. Куда мы едем-то хоть? Я ни хера не вижу. Ну, короче, мы сейчас сознание потеряем. Ну, это следовало ожидать. Это следовало прям ожидать. Варю, здорово, здорово. Вообще стоят. Они так далеко были. Можно было закрыться, короче. Стояла, разглядывала что-то. Не закрыла сундук с этими мошками. Ясно, ну ты что тупишь-то, а? Прям зла не хватает. Блин, лучше бы мы их не разглядывали. А, мы на том месте... Мы же были на этом месте. Чё хорошего-то? Вообще. Алин, привет, привет, рад видеть. Как твои дела? Ой, не успела стрим начать, уже столько лайкосов понаставили. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll see how many times already. Уже Новик даже ржет просто. Он уже устал злиться, он просто ржет. The fourth time, if I counted correctly. But I'm not planning another. The first four weren't planned. Спасибо, друзья, за лайкос, спасибо. Truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Поставлю с чатиком пообщаться, поставлю. А Вариуса я видел, я заходил в Steam, уже второй день я вижу, как ты в StarCraft, короче, рубишься.
Да, у меня все нормально, все нормально. Вот чуть-чуть от учебы освободился. Вот стримлю в удовольствие и в радость. Вот. Сейчас с четверга опять начнется учеба, и будет до 27 числа, короче, буду повышать свою квалификацию. 2 последних спринта. Потом каникулы до 11 января. И потом дипломная, и вообще, и как я сдам, я просто буду счастлив, потому что реально у меня это повышение квалификации, как вторая работа, Сил затрачиваешь столько же, то есть на работе рисуешь. Не, мне нравится то, чем я занимаюсь там, да, но на работе сидишь, рисуешь, приходишь домой и опять рисуешь, и это просто начинает надоедать, хоть это и нравится. Вот. Одно дело, когда еще тебя заставляют какую-нибудь херню рисовать вот по этой учебе, дают проект. Это просто там порой такие идиотские, если честно, финальные проекты, ну просто идиотизм, что в жизни тебе никто даже на фрилансе не даст такого задания. Да я понял, что затягивает. Меня вот Starfield, короче, затягивает. Фишка в том, что первые 2 стрима по Starfield я делал, оно у меня было бесплатно, ну, по подписке Game Pass. Сейчас у меня 14 числа заканчивается Game Pass, и я решил Starfield купить в Steam. Вот, сейвы у меня не получилось перенести с Game Pass в Steam, потому что там разные форматы, но там как-то можно конвертировать, скачать какую-то непонятную программу, я этим заморачиваться не стал, а создал точно такого же персонажа, как я создавал, и сейчас вне стримов прохожу до того момента, где я закончил стримы, чтобы начать как раз оттуда, и все так же прохожу, стараюсь, по крайней мере. И прям меня и вчера посидел, один что-то поиграл без стримов. Прям вообще Starfield, они еще наши подправили русификатор. И прям что-то так затягивает. Прям я сидел, прям вообще в радость, в радость. Тебе не понравился Starfield? Ну, я просто фанат, я романтик, я фанат вообще игр про космос. Я прям вот фанат. Я вот прям фанат. Я не могу сказать, что это какая-то прям супер крутая игра. Для меня вообще... номер 1 в плане игр про космос это все-таки Title Mass Effect. Вот. Круче него ничего нету. Вот. Ну, в этом плане. Вот. Именно с экшонием с таким. Вот Invincible мне тоже очень нравится игра, но она больше научная и фантастическая. Ну, как Станислав Лем книги писал. Все равно, что смотришь Солярис, вот так же играешь, короче, в игру нужно задумываться, желательно смотреть все диалоги, не пропускать, о чем они там говорят, каждое словечко ловить и так далее. Вот. Ладно, друзья, поехали. Дальше. Аэростат пропал. Hey, something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. А чё я? Ну, типа, на кнопку не работает только так. Вот и аэростат. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Снять он здоровый, как я не знаю чё. Maybe that won't be necessary. Oh, shit. Это кто там? Somebody's here. Твой All человек. you're seeing is dots on the tracker. No. I can see them with my own eyes. 2 of them even. 2 people, alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found.
Damn right. Doctor, Oh, just a moment ago, my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere, which I then forgot. And now these ghosts. yeah, that's what I'm talking about. The sight of them was so vivid. Just for a moment, I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. How are you feeling? Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a contused lung begins. But at least Yes. I'm alive. Игра это по произведению фантаста, его футурологом называют польский Станислав Лем, вот, который написал, собственно, «Солярис». Я думаю, все знают «Солярис», потому что по нему 2 фильма снято, насколько я знаю. Это один советский и американский с Клуни. Вот. Собственно, это научная фантастика, а произведение, по которому вот написано даже based on S. Lem's iconic novel. Произведение одноименное, как и игра называется «Непобедимый». Вот. Там философия, научная такая фантастика, что люди прилетают на Редис-3. До этого корабль под названием «Кондор» упал, потом упал, туда за ним прилетает как раз непобедимый крейсер галактического класса, который может целые планеты уничтожать. То есть в книге это описывается как вообще нереальная махина там какая-то. Вот, а следом и мы, получается, приземлились. А может и не следом, может тут временные аномалии. Я пока понять не могу. Книгу я тоже не успел прочитать до игры, не хватило времени. Читаю ее сейчас параллельно. И тут они исследуют планету, типа, ищут на ней жизнь. А прилетели, походу, за какими-то полезными ископаемыми, я так понимаю. Ищут на ней жизнь, нашли пока что рыб и вот какие-то железные металлические заросли. Здесь все сходят с ума. И люди, и роботы, и техника, и все дела. Вот летают еще какие-то черные мошки, которые как раз из этих железных зарослей появляются. Они издают электромагнитные импульсы. Но я так понимаю, философия здесь будет... У этой игры аж 6 концовок, говорят. 6 концовок разных. Все зависит типа от твоего выбора. Вот. Но философия здесь какая? Типа люди или роботы? Скорее всего, такая. До конца не знаю, поскольку не прочитал ни книгу, ни игру еще до конца не доиграл. Вот. Потом с вами поделюсь. Может, кстати, до завтра успею, может, даже и книгу прочитать. Мне потому что чуть-чуть осталось. Я, то есть, там на половине книги сейчас где-то застрял. Так что вот так вот, Алин. You know what, sir? That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then, and I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is, it wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Yes, now that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along. In the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them.
Ну да, я тогда, когда она еще упала, я так понял, что на нее кусты эти давят. Так, сигналов нету, и зондик мы тут не приручили. Может, я вот о чем думаю, может, мне не надо было контейнеры эти смотреть, блин. Тут же типа выбор вроде как дается. Может, мне надо было садиться за руль и валить отсюда в направлении ФРГ. Ну, начинается опять. Ну, давай, ясно, прыгай, только ножки не поломай свои. И спой нам песенку свою милую. Ага. Так скафандр, блин, порвешь. Опа! Вы видели, этот ехал сам ровер? Вездеход ты. Я не понял. Он сам только что ехал. И остановился. Или он как в киберпанке мотоцикл может подъехать сам к тебе. Так, нам куда-то в ту сторону надо ехать. Так, кислород-то нам не надо заправить. Блин, обзор, конечно, у этого ровера. Жалко, что от третьего лица нельзя сделать. А мы туда едем или не туда? Баллон, аэростат. Через низ по прямой можно проехать, а я к пропасти еду, да? Так, не понял еще раз. А поверху проедем? Поверху нельзя проехать. Мы уже проезжали по этой дорожке-то. Прям смотрите, асфальт положен, да? Марсианский. Точнее, не марсианский, а как сказать, регисийский. Это же Регис 3. Ну и едем к баллону. Оказывается, аэростат по-английски будет баллон, я не знал. Баллон. What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. Блин. Ясно, не падает духом. Так, ну и чё? I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop. Так, фотокарточки сейчас будем смотреть. Виды вообще нереально красивые. Дизайнеры вообще локации постарались просто на, я не знаю, на 100 баллов из 100.
The 25th day of the mission. Morning. А 25-м и на 24-м остановились. А что это значит П? Ноги чьи-то, следы. А, это ж куда приземлялся дрон тогда, типа, ну, как площадка для приземления. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. А, ну это типа площадка, с которой запускали аэростат. They're operating at full capacity. The base is active. Это 26-й день. А как же мы там на 24-м остановились? I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. Я вот нифига не вижу, блин. Что ты видишь? Просвечиваются еще эти фотокарточки какая-то. Как негативы раньше. Диафильмы назывались. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Чё я упускаю? Не понял. Игра, да, новая, она прям вот вышла когда? 6 числа получается, что ли? Ну и последняя карточка, и чего? И еще-то активные эти. Я не понимаю. Ясно. Ну где подсказочки-то, а? Ну должна быть кругляшок. Сколько я буду перебирать эти карты? А, вот так вот можно. А я не знал. А вот это я не знал. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. 2 vehicles that weren't there before. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Слушайте, я же мотал до конца эти карточки, они у меня закончились. Откуда 2 новых появилось? Уже даже больше 2. 3. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship? But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. Я не понимаю, почему наши герои конфликтуют с Альянсом. Типа то, что это корпорация, типа, или военные, а они хреново к ним из-за выгоды, типа, потому что корпорация, этот, ну, короче, из-за выгоды, потому что этот альянс действует. И поэтому наши конфликтуют с ними. В книге просто про это ничего нету. Ну, там и нету нашей стрекозы, и ясно нету. Не знаю, может, в конце появится. Пока не видел. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these.
captured the moment I entered the base. А, вот и мы, да, прибыли на базу. And it's empty again. Вон мы остановились. At 2 Время o'clock in the записи afternoon. 2 часа назад. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Опа. Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. Yes, I'm not crazy. I saw him. I never suggested you were. But nevertheless, I apologize. Shouldn't have doubted your words, Jasna. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Так, ничего здесь нету. Нету. На базу. А это значит туда, да? Там какие-то вихри. You know, Doctor, decades of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. Then why do you insist on seeking them out? Блин, вот это ща вопросик был с загвоздочкой. Его не существует. Этот вопрос мне задал кто-то сейчас другой. Почему все? Я уверен, что я разговариваю. I also believe in human goodness. The selfless desire to help others. I can't believe otherwise. All my efforts would be meaningless. I don't know whether to envy Новика you or нету. to worry even more. Блин, друзья, вот сейчас был вопрос, почему ты, если ты так не любишь людей, но почему ты, типа, ищешь с ними встречи? Эта планета меня испытывает, мать ее, или вот эти организмы... Сейчас отключу ненадолго вебочку. Это 100 пудов. Это 100%. Так, ладно. База. Где база? Баллон. Укрытие. Ой, тут столько всего. А где укрытие-то? Вот это укрытие. Блин, почему что-то подписано, что-то нет? Ладно, поехали, в любом случае по прямой. Только куда по прямой? Вот сюда вот по прямой. Тем путем мы уже ездили. А вот сюда мы не ездили. Батла завтра будет, как всегда, во вторник. По-любому батла завтра будет. Опа! Oh, that probe again. Is it right near the base, within range of the control center? Affirmative. Блин, мне кажется, Новика не существует. And Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again?
Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Блин, а что, я там не проканусь, что ли? Туда не заеду? А, через низ можно только заехать. Опа, там кто-то ходит или это зонд? Ты что, приземлился, что ли? Или это тот, который я посадил? А, это тот, который я посадил. А робот куда делся с контейнерами? А, он так стоит. Блин, я вчера это самое... Что-то все хотел батлу 3 установить и 4. Так что-то не установил, надо сегодня заморочиться. Я, во-первых, хочу сюжетки пройти для канала. Ну, где-то летал-то здесь. Опа. Укрытие. Блин, рулить, что ли, сразу туда? So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But I know what's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Блин, а куда зонд-то делся? Вон он. Я же могу его посадить. Я вспомнил. Где тут управление? Тут есть управление, где-то в самом начале. Так, мы там зашли. Так, я в прошлый раз зашел здесь. И было сразу управление где-то этими зондами. Блин, вспомнить, где в следующем, что ли, блоке. Во, нашел. Ну-ка, иди сюда, маленький засранец. Так, это не он. Тоже не он. Так, ты взлетай и летай. Так. А другого мы еще посадим. Ой, я забыл переключиться. А, по-моему, самый первый на месте стоял тогда, когда я сюда пришел. Не, нифига, смотри. Right. О, Let's meet this probe. I'll bring it to the ground.
Давай, малыш. Садись. А чё мне место посадки показывает где-то? Еще. Ну, типа я тот мог и не поднимать зонт. Да, я мог бы тот не поднимать. Я думал, тут одно место посадки. Так, надо тогда и тот посадить на всякий случай. Ну, чтобы было все. Чик-чирик. А, я же могу вот с него еще. О, все, теряется связь. Нафиг. Назад. Давайте тоже посадим. Сюжетка, мне кажется, и в четверке тоже вообще отличная. Не только в трешке. Так. Все, пойдем. Все, посадили. Так, что я запутался-то? И боюсь, вон тут вот как оживет, как они на А как-то называются эти черти, вот эти вот. Так, ну давай показывай, что у тебя есть. А почему я подумал, что Новика нет? Ну, нормальный человек, когда смотрит за одним из своим членов команды, что та не может выбраться с планеты и задавать вопрос: а чё ты людей-то ищешь, если ты их не любишь, блин? Ну... Что она ничего не комментирует. Wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. People don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed... No, not that. It didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. That probe managed to evacuate. Waited still until I approached it. А вот и ясно. Да? Когда мы его нашли. А вот облако за нами гонится. We know what happened after. А вот она очнулась. А это мы уезжаем от этого, от аэростата. Это тоже мы едем. Все, ничего интересного особо не было. То, что облако напало, и все. Но у нас сохранение какое-то зато произошло. Ладно, погнали к укрытию. Что, парктроника здесь нет, что ли? Пип-пип-пип. Осторожно, моя машина едет назад. Так.
Что-то наш шмель не пиликает в нашем ровере. А чё, здесь не заберемся, что ли? А, ничего себе. Типа тут, да? Так, ну окей. По-моему, легче было просто по камням там прошагать, чем она карабкается. Ну ладно, так задумано. Эй. I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you. With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. That view. It made the climb worth it already. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Shit! How? What? Who are you? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You. What have you done? Чё я? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Я даже повернуться не могу. You don't need to be afraid. I come in peace. Oh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What a... Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Командиров, я думаю, нету никаких. Да, на место девушки я бы вообще стремался. Какой-то непонятный мужик, один на планете. Толкает в меня, тыкает в меня каким-то излучателем. Don't move. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. Да не смотрю, я не смотрю. Хотя очень хочется. You're a scientist, just like me. Yasna, what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the Astrogator or the entire council. That's right, obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. I don't know what will happen to me. Huh? What did you say? Quiet, Yasna. Don't take any chances with him. He's talking to me. I'll ask the questions, you just answer with a short yes or no.
Is there anyone else? So he's not alone. Are others close by? Start, damn it. Why can't I hear any other people? Hang on. There's no one else after all. Or maybe just not people. When it rains, it pours, huh? That's surprising. Do you have some alien there? Of course not. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. The Electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctans. A model with a small head pressed into the body. One of those so-called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. Come on. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Does it concern his outfit? Which part? Oh, you just had to... Legs? Torso? It's about his torso? Must have misheard. Let's try again. Does it concern... legs? Torso? Work already. Head. It's about his head? What could be so unusual? I don't suppose you can see much since he has his helmet on? Really? No helmet? That's why I can hear him so clearly. If he's been without it for a long time, with these levels of oxygen and methane, he must be a lunatic. It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Keep it up. Straight ahead. Where is he taking you? Do you think you could ask? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. You set up a field base down there, so I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Somehow I don't expect I'll meet your astrogator here. Just the signal. The signal is getting weaker. Wherever he's leading you, we won't be able to communicate. Get in. Go, Yasna. I don't want to. Go. Yasna, here. I'll do everything in my... Да, попало, ясно. Да хорош меня толкать, ублюдок. Будь джентльменом. Да не, пока мне некогда, там клановые битвы, Алин. Вот 11 января у меня это самое дипломное, когда я там закончу, вот там можно будет посмотреть, что-то появится свободное время о клановых битвах. У меня сейчас 2 групповых спринта, я даже стримить, может, не смогу вообще. До 27 декабря. Потом новогодние дела и потом дипломные. Посмотрим. Я же говорил, что примерно до февраля я точно ни о чем о таком не смогу вообще даже мечтать. О, смотри, ползет какой-то. Он привязан на поводке, что происходит? Что это за трэш? I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one for Spliskus.
О, нифига, тут целая тусовка ко мне зашла. Клан. Рад вас видеть всех, ребята. Всем привет, привет. Там еще кто-то. Ну, они, короче, такие же выжившие из ума, как и один из членов моего экипажа. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он ползет ко мне. О. Poor you. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. She's responsible for all this. You don't know who I am, and you don't listen. And she's lying too. Sorry, I need to re-strap you. I'll be broadcasting. And you, mind your own business. Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the Ну тогда я раз, ребята, англоговорящие, то всем hello. Unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby. Респект и уважуха. Was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. То есть мы из Содружества, а не из Альянса. Чего он меня так ненавидит? I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rohitra, right? I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. Подожди, отключи ненадолго камеру. Talk to the wall. I'm not prohibiting you from doing that. Yet. You've been camping here long? Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. Короче, мне его надо разговорить, да? Are you
shielding yourself from the flies. From what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. I suppose you often go out for supplies. You won't stop talking, will you? Well, there's nothing else to do on this wretched planet. True that. We've been waiting for backup for more than a day. They should be here soon. So I advise you not to have any stupid ideas. You look like you've been here for at least a month. But fine, I'll play along. I have no reason to lie to you. Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? This is your flagship. If we'd known there was a ship of this class here, we would never have landed on Regis 3. That was not our mission. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Do you smoke? I would if I hadn't run out. У нее сигареты есть. Ха-ха. На, закури. Here. Кореш. Oh, Lems. That's a good brand. Koval always smoked them. Почему у него такие следы от его движений рук? Че, молчать будем? Okay. So tell me why you came here. I'm sorry, but I wasn't lying. We're just scientists who've had awful luck. Huh. Our intelligence, your intelligence. Our orders, your orders. It's all gone to hell, Ritra. Now we need to focus on the people. I know what's wrong with them. Should I expect them here? Your people? I'm the only one left on the surface. The astrogator stays in the orbiting dragonfly, and there's no contact with the rest. If you lie, you only harm them. Several dozen of our men set off with me lost to Condor. If they find more Commonwealth spies, they may be less sympathetic than I am. Подружишься с Альянсом, короче. If they return to the ship, why did you stay? I'm looking for others who may have survived. Oh, how many of you were affected? A fair few, right? Almost all of them. I don't want to talk about it. Кстати, друзья, вот о чем я забыл сказать. По то, что я вычитал в книге, только около 60 человек экипажа у Кондора на этой планете откисло. Их нашли как раз члены экипажа Непобедимого. Вот что я хотел отметить. Вот про что я забыл в самом начале игры сказать. А Кондор был, по-моему, меньше, что ли, Непобедимого, или тоже здоровый. Ну, короче, на Непобедимом там примерно столько же народу, если не сотня. When was the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Local, but treated. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Это местная вода?
Ну ладно, проявим, короче. Thank you. Проявим вежливость, хлебнем. Me too. It's silent for nearly 2 whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? I could, if you released me. Nice try. But we'll do as follows. Arc 10 will watch over you, and I'll keep an eye out for Milos. As soon as he returns with help, you will show us this cloud. Arc 10, come to me. Supervisory procedure. One person, a woman. No Alliance ID. Targeted. I confirm. Should I start the surveillance? Yes. Guard our guest. Great. Oh, my neck. You fell asleep. Finally. Only the robots left. Блин, ну и такой себе идея вставать, этот громила сейчас запищит или еще что-нибудь. Ну, походу, надо встать, по-другому никак. Или этот еще проснется. Даже и не знаю, что делать. Ну что, рискнем здоровьем? Понятно. You don't know the concept of weariness, do you? Этот не привязан, тот привязан. Spluskas. Priority 0. Man in danger. Bingo. Attention. Man in danger. Some kind of sedative for calming his comrades? Or has he trouble falling asleep? It's broken. What a perfidious prick. It's high time to get out of here. Не, коопа нету в этой игре. Она чисто одиночная. Ну, она типа бродилка, типа Firewatch. Я, правда, в Firewatch не играл, но все почему-то с Firewatch сравнивают ее. Phew. It worked. Astrocrator. I escaped. Doctor, what a relief. Where exactly are you? I'm near their hideout. Что значит решила? Я не знал, что надо что-то решить. Я хочу вернуться. There. Have you met Spruce? Выберитесь из укрытия Альянса. Ну-ка, подождите. Attention. High time to get out of here. Man in danger. Some kind of sedative. It's broken. What a perfidious prick. For calming his comrades? Or has he trouble falling asleep? Написано, выберитесь из укрытия Альянса. В смысле, не захотела сотрудничать? Это типа прям решающий шаг. А как мне захотеть с ним сотрудничать?
Вот как? Вот что мне, сесть и ждать, когда он проснется, или что? Вот что делать? Вот какой выбор? Или мне до этого не надо было кидать в него в того камень? Чувак, проснись. Я хочу с тобой сотрудничать. Взрыв мозга просто. И этот теперь там стал. Эй. Вообще пофигу. Ладно, не будем сотрудничать. Блин, но если он встретит меня в следующий раз, он агриться будет, это 100%. Ой, что такие проваги. I escaped. Doctor, what a relief. Where exactly are you? I'm near their hideout. Though I intend to change that as soon as possible. There. Have you met Spluskus and Lendl? Yet. How do you know their names? I've intercepted the Alliance's communications. Keep going. We'll discuss everything on the way. The path along the cliff looks much safer. I think I can get down here. Good. Proceed. Блин, пейзажи, конечно, вообще космические просто. Yasna, I have to ask. What happened in the last few hours? That man. He didn't hurt you, did he? I talked to a hitcher for quite some time. Then he had an Octan guard me, but its algorithms proved easy to trick. What do you make of this man? What kind of person is he? He's a distrustful type. Rough around the edges. It was impossible to get along with him. And we need a new plan. Yeah. Seems so. Although I could use some rest. It was a rough day. One night. Rough couple of days, actually. Sorry, Doctor, but you'll have to get away from there first. Отдохнуть надо. Нам бы с планеты бы с этой свалить бы побыстрее. И вот я не понял, конечно, момент вот этого решения, что типа я не захотел сотрудничать. А как надо было выбрать, чтобы сотрудничать? Я в принципе-то не против, блин, вдвоем-то ловчее было. Он, наверное, знает, где находится Непобедимый. Может, на Победимом какие-то капсулы вот эти вот есть их, которые мне со стрекозы присылали, на которых мы экипаж эвакуировали в первых стримах. Ну, типа, блин, вообще непонятно. I think I know where to go. There's a hole from an antimatter beam on the other side of the canyon. Very well. Perhaps you can find out where the Invincible landed. Oh, I didn't tell you the most important thing. Condor's here. On this planet. Condor? Yes. Looks like HQ got it all mixed up. Both the arrival time and the ship itself. What? That's unbelievable. How could the intelligence be so wrong? As soon as we return, I'll break their... Never mind. Do you want to investigate? Since we don't have a better plan. As long as Condor hasn't left, it's probably the only place I can still meet people. All right. We'll do as you say, Doctor. I trust your judgment. Ну, опять горки. I'm in the tunnel. Can you hear me? You're cutting out a bit, but it's not that bad. The
future, please report any communication difficulties to me in advance. Might be somewhere. О, опять она свою песенку заводит. Ну, ясно, что-то перестала, продолжай. Это что там такое? Сюда провод ведет. Там, по-моему, стоит этот ровер и, ну, вездеход. Он. Тут люди были. Сохранение. Или это мой вездеход? Он... в нем же это я вставил голову зонда. Смотрите, еще один зонд. И поэтому этот вездеход подъезжает. Мы еще его и вездеход уведем. Ну вообще, чувак на нас обозлится. Что-то хреновые поступки, я чувствую, делаю. Да это да, в Хант надо сходить. В Хант сходить надо. Много чего надо. Я думал, это наш ровер, блин. Ни черта не видно. Хоть глаз кали. Желательно, чтоб леший тоже еще с нами в Хант пошел. Так, в принципе, в батлу все катаем неплохо тусовкой. По-моему, весело. Хант, конечно, хорошо. Но никак мы к нему не приучимся, я, по крайней мере. Так, куда мне? Ну-ка, выйду, я огляжусь. Ух ты! Нормально так. Ну туда некуда ехать. Что-то забрало, все запылилось. Ну, ясно, садись. Не, игру прикольную сделали. Говорят, что... Ну, я уже говорил на прошлом стриме, по-моему. Говорят, что в разработке участвовали люди, которые Ведьмака разрабатывали. Причем, по-моему, 3-го.
Поэтому здесь такие, ну, диалоги прям хорошие. Так, а это что такое? А что-то мы в тупик заехали, да? Угу, нам повернуть надо было. Людей нету, но везде следы их есть. И тоже планета такая здоровая, и все высадились в одно место. Как так, блин? Не, я понимаю, допустим, в одно место практически высадились... ну, Кондор первый прилетел, за ним прилетел Непобедимый, но он за ним прилетел, он знал, что Кондор не выходит на связь. А вот мы-то как вообще такое стечение обстоятельств на своей стрекозе сюда? Так, давай проверим, а что нам еще делать? Млечный путь какой, смотрите. Арктан ходит. Не один Арктан ходит. Их толпа здесь. Жмур. Ни хрена здесь арктанов. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Is it Milos? Hey, Milos, come in. I'm using an open channel to broadcast. Over. How's it going? Are you receiving this, Astrogator? Affirmative. Milos, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher-ups can do something. Hey! Hey, Maro! Sit down! I wish we had secured them better. But that's the matter. Have you found anyone else? One working Arc-10 so far. Several probes also seem people, Rahitra. Only people matter. I know. The Arc-10 will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for Pepsol. All right. I'll check the base again. Over and out. Rahitra, come in. I'm moving on. About Pepsol. There's nothing we can do for him anymore. Over and out. Hey, Milos. I hope you're still within reach. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt she was alone, but I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. Сейчас ясно, продолжим. Закрыто. Закрыто. Блин, я на самом деле вчера поиграл в Starfield и такой типа мне хочется что-нибудь полутать, а ничего лутать нельзя.
Ладно, погнали, здесь нечего делать. Милос, мне кажется, откис. Да переходить. Что-то шланг перешагнуть не можешь. Ну вот это, конечно, вот в подобных играх раздражает. Типа лазит по таким камням и не может шланг перешагнуть. Ну хотя в Battlefield вообще такая же подобная тема встречается. Так, едем дальше, да? Ура, хитро угнали, блин, просто баги. Это, конечно, нехорошо, чувак, нам доверять. Так. Ага, повернуть назад надо было. Не туда я, не туда. Вон туда нам. Но она могла спуститься в лагерь и забрать свой баги. А, ну хотя мы в обход там лезли. Не, ну хотя она поднималась, могла, наверное, спуститься. Я не знаю, блин. Она то спускается там, где, казалось бы, невозможно. То... Ух ты. Эпично, монументально. Что это предел, до которого такое себе. Так, куда дальше-то? Я, короче, друзья, пока эту игру не пройду, и из сюжеток только ее буду стримить. Прям хочется ее пройти. А то если я сейчас опять там уйду в киберпанк, там вот это вот начнется. Или Старфилд. Опять силовое поле. И дальше мы не проедем. Баги даже сам установился. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although... It's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Что еще тебе лукинг? Что еще и какой тебе лукинг здесь? Оп, лукинг тебе, станцевать. Продолжай, говорит, наблюдать. Блин, не, пейзажи просто бомба. Снимаю шляпу перед левел дизайнерами. Вообще просто. Концепт художники здесь, походу, вообще старались. Standing still in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm.
There's someone inside. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. Да там трупаки, жмуры, короче, отвечаю. Почему жмуров, что ли, не видели в этой игре? Уже столько. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Still, no one here. They must be in the back. The door won't budge. Power's off. А, не да, он внутри. Найдите способ открыть дверь. А нам это надо? Moment of truth. It's on. Did the door open? Да не открылась никакая дверь. Что я еще упускаю? Может, она сзади открылась? Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors... Wait! The back door opened. Oh. No. Тут там столько жмуров. This vehicle. Морг целый. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No. It started automatically. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over now. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26. Time is 8:05. I'm still searching for the missing crew. I've checked the excavation area. So much for the 400 registries. It's repeating the first recording. No, we know. Listen carefully. Please, over down. Same thing, but the recording's different. Hello, shit. Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time 8:06. I'm returning not when he loses from his the memory excavation like me. site. I was That looking for memory others, never but returns to him. they were no All longer recordings have the same I'll continue content. my search. He's been here We're for far waiting too for your long. support. Far too long not to receive Come help from back, will Condor. you? Over now. You're right. Hello, Nobody Condor. will come. This is Rohitra I'm speaking. afraid there's not a soul It's day here 26, on this time damned planet, except for the 8:06. three in the cave. I've returned from the request. excavation I'm site. listening. I Let's was skip looking for listening to others, the rest of the but recordings. Can they you were stop no them? longer there. No way. I'll continue my I'm search. not going back there. We're waiting for your support. Well, let's change the channel then. Come back, Then I'll try. will you? That I Over can do. now. All right. Hello, Talk to you in a second. Condor. Ah, much better. Agreed. Сюда наверх. Все, я уперся. Дальше я не пройду. И что мне делать? Или тут залезть можно? Куда идти-то? Вернитесь к вездеходу. А что я там?
Ну, тут братская могила. Двери я открыть не могу. Зачем мне возвращаться к вездеходу? Типа я записи какие-то или чего? Зачем? Зайти я обратно не могу, и чего? Порой вот не понимаю, что от меня хочет игра. Ни одного кругляшочка, ничего нажать не могу. Чего вообще хотите? Чего хотите-то? Я в вездеходе что-то не посмотрел, но все равно я в него теперь не залезу. Я думал, что хотя бы вот стол я здесь обыщу, но мне это не дали сделать. Типа я мог только вперед двигаться. А, к вездеходу, к тому к вездеходу вернуться. Блин, я туплю. Думал к этому. Опа. Astrogator, someone's firing distress flares from near the hideout. Do you think it's Rahitra? Who else could it be? Did he realize I ran away? No. He broadcast a radio message, but didn't say a word about you, as if nothing had happened. Oh. It means he just started a new cycle. Please be more А, clear. он не помнит ни хрена. And forgot what happened the whole day. And once again, he will wake up on the 26th day of the mission. I almost feel sorry for him. Don't joke about it. If I don't snap him out of this cycle, he'll keep repeating it until he dies. Or goes insane. Of course, I feel the tragedy of this man. You want to rescue him, even though he's still a threat. You don't have to say anything. Че, мы к Рахитре, что ли, отправляемся? Да, в натуре. Ну, короче, опять меня не вспомнит. I see the hill. I'll be there in a minute. Please slow down. Remember, he has a gun. He didn't shoot at you the first time, but if you go in now... He won't this time as well. In any case, let's not worry in advance. I haven't located him yet. What about all those machines on the hill? Is there anything there he could use to threaten you? No reaction to your late-night visit? Well, let's see. Given you're bringing him such devastating news, he might overreact. Че она не может выйти-то? Смотри, не выходит. Я хотел выйти, заскриншотить. Как там фейерверки пускают. Теперь по-новому, что ли, этому двигаемся? Опа, выход. Теперь можно выйти. Где он стреляет? Понятно. А че я не могу? Все, приехали, что ли, дальше?
Пешком. Видимости. Ух, твою ж дивизию! He could literally erase me from this planet if he wanted to. I know what's at stake. I can handle it. У него тут и эти, и крабы, блин, и еще какие-то маленькие засранцы. А если он психанет? Будет, наверное, один из вариантов прохождения. И такой прям в напряжении, друзья, если честно. О, ночь так быстро прошла, пока мы в пещере были. Чем это можно только объяснить? Только временными какими-то аномалиями, да? Какой самолетик у нее здесь. На нем-то и можно свалить. Блин, прикольно. Прям летающая тарелка такая. И что, мне по кругу через всех не их идти? То есть вот спрыгнуть я не могу. Has he already left? Don't you see him? I don't. But he's here. Да где он? Вон дверь открыта, светится. Где он еще может быть? Только вот эти бы не это самое, не согрелись на меня. Друзья, спускаемся, идем. Hey, who the hell are you? Here we go again. What are you doing here? У него пистолет сломан. Take it easy, Rahitra. What? How do you? I'll tell you everything. Just shut up for a moment and listen. I will not. Rahitra, for fuck's sake! Do it for Spluskas and Lendl. You're not beating around the bush, Doctor. You think it's a 26th day of the mission. Just after the attack on your base that left many of you in critical condition. But the truth is much worse. Milos left a long time ago. What? How do you... You fell victim to that attack as well. The microbot cloud has wiped all traces of your comrades' memories. Your long-term memory is probably fine. That is, up until the moment you found them. You keep forgetting everything that comes after. I have reason to believe it happens during sleep. As a result, you relive the same day over and over, waiting for backup that will never arrive. The micro what? Cloud? That's bullshit! I don't know what you're trying to achieve, but... Focus, Rahitra. We've already met once. We spoke in your hideout. You've had me at gunpoint already. Tell me, where did you wake up today? On the mattress where you usually sleep? Or on the floor next to the radio? What does that have to do with anything? You see, we talked for a long time yesterday. And we fell asleep while we were sitting. The water bottle you gave me is still by the crate. Did you put it there last night? Don't mess with my head. Milos will come. Milos is dead. They're all dead. They've been lying nearby for hundreds of days. You were supposed to go and check why contact was lost. You were supposed to leave tomorrow. But tomorrow never comes. Stop it! I know that it's hard for you to believe. I'm not against you.
I came back to help you. No, I'm warning you. I'll use my gun. Rahitra, I know you won't shoot me. Пистолет сломанный. И выглядит как игрушечный. Fuck! How long have I been here? Good. You're finally getting to it. 428 days. Да, охренеть. At least Больше года. that's how many times you've broadcast your morning message to Milos. This cloud? A result of the evolution of inorganic beings. It attacks the most important parts of biological organisms. Our brains. It responds to radio waves. That's how it found our crew. Damn it. Every time I broadcast, there was a wave bombarding all devices. This electromagnetic field. The cloud produced it. Doctor, That's right. This is how it damages our brains. Our robots and all machinery. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry, Asta. Copy that. What's going on? Who are you talking to? This is a topic for another time. The cloud will be here soon. Quick, lead to the hideout. Now, move! Can it get through the force field? Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What a fool. Can't you stop him somehow? You'll call Он еще этих поднимет. I don't think so. He's already opened the field. I see. You can't beat him, join him. You have a much better chance of surviving if you stick together. Да залезай, ясно. You. What's your name, anyway? Yasna. I'm... whatever. You know already. What's this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. The emitter's energy system isn't Here, that complicated. take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. It sounds simple. Check. Hey, over. Let's stay in touch. Copy that. It's getting closer. Cloud is operating. I don't see it. Soon it'll be within range of the guns. It's coming from the east, over the hill. По-моему. Affirmative. I see it.
инопланетное побоище несется. What is it? What should I do? Come on! Tell me where to shoot! О, трындец. Было эпично. Don't you give up now. You wanted this fight, so fight! Да мне кажется, это бесполезно. Происходит. Мы опять, походу, ничего не помним. The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rahitra, are you there? What's going on with you? Fuck. You've got to be kidding. И где он? Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. А, он свалил? Where are you? И что делать? Забраться в эту канитель не могу. Get up, get down. Yeah, get on track. The field's almost gone. Where the hell have you been? I had to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. You don't actually expect anyone on the ship to have survived, do you? I'm not that naive. I need the Condor itself. In order to... Have the entire arsenal of our flagship at our disposal. We might be losing now, but it doesn't mean we can give up. We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... It's more of a moniker for an 80-ton machine with firepower exceeding all antimates combined. И забраться-то к нему. Conditions of high radiation, contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground. So it doesn't depend on the surface. In addition to the Dirac force field, it has an antimatter spherical blaster. Wait! Haven't you had enough? It might be time to hide and consider other options. You must be kidding. I'm not going to sit on my ass in the dark. Now I finally know what happened. I see you're not gonna listen to me either. Because there's nothing to talk about. Look, I've given you a simple choice, Yasna. Are you going or not? Go where there could be Да с water, тобой, с тобой. medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. Ну и как мне к нему забраться-то, где? Э. Не, ну серьезно.
Да твою ж дивизию. А, ну то есть до этого я здесь стоял и не мог к нему залезть. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away. Or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. You could have mentioned that earlier too. Open up. I'm getting off. Are you serious? Look around. You really don't have a choice. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Я ради прикола сказал, я выхожу. Друзья, спасибо за лайки вам огромное. Вообще от души. Вот эта вот тема, конечно, смущает, то, что пока диалог какой-то не дослушаешь, у тебя не появляется точка вот эта вот активная, по которой ты можешь куда-то забраться или что-то сделать. Вроде такая напряженная ситуация, типа надо торопиться, ты бегаешь такой, где залезть, где эта точка, блин. И потом она появляется там, где ты стоял изначально. He took his men to the ship. They're inside now. You had rather a hard landing. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. И все потеряно, значит, с этим. He expected me to wait here. He's sorely mistaken. Ясно. Деловая такая. Колбаса. Whoa! It's impressive. The Condor? Yes. It looked majestic in the pictures. In real life, too. I think I know where a hitcher is. It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. Later, Astrogator. I want to get to a hitcher first. And there's a good chance you'll be there too. All the more reason for me to find... Хочу фоточки сделать. Блин, так, конечно, здесь камера медленно ездит. Блин. И отдалить далеко нельзя. Блин, тарелка, конечно, бомба. Да, сменить режим камеры. Че ясно все время в одной и той же позе. Движение вращения камеры с картинки трофея. Ну, короче, что-то небогатое. Ладно, погнали. И это еще что? So that's their marvel of military technology. Richard wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah, what does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. It's big. Bigger than a transporter. Its launchers are hidden for now. But for some reason... Он тут же жук похож на живого. Unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Well...
If only we could get hold of its blueprints. There's one more thing, Yasta. And this is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates... What is it, Astrogator? Headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. They have no idea of the danger. Everything makes sense now. They were coming to rescue their people. I'm entering the cargo hold. Интересно, что больше, Кондор или Непобедимый? Тут жмуры кругом. Опять. Блин, народу, конечно, здесь полегло вообще очень много. Оп. 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 Неужели ты смогла забраться? Я там не посмотрел. Притомились мои ножки топать по лесной дорожке. Ножки притомились, руки опустились. Солнце, солнце, заходи. Спрячь за рощицей лучи. Ясно, отважная девчонка. Вообще прям. Не, игра прикольная, друзья. Всем советую прям вообще вот поиграть. Тем более, что 6 концовок. Я вот не знаю, там одного стримера видел, он все 6 концовок якобы, типа, сделал игрофильм и выложил. Че, он 6 раз игру, что ли, проходил? Но если тут так от всего зависит. От действий концовки, то что, 6 раз надо пройти или как вообще? Или в конце 6 выборов сделать каких-то? Надо почитать, кстати, вообще об этом. Well, let's go up. Next stop, Rahitra. Ты думаешь, он там, Рахитра? Я вот боюсь, как бы мы его не оставили случайно. Но один из выборов, наверное, надо было сказать, хватит в них стрелять, вот когда сейчас мы с ними сражались. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Уперлись в стену. Different sections. Different elevator cards? They really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. Опа, меня как выкинул, вы видели? И пошел сюда, и меня раз и туда вернул. Пространственная аномалия, все-таки фантастика.
to eat soap. Опять? Уже где-то мы это видели, что кто-то мыло пытался есть. Мозги все вынес. Медицинская заметка. Состояние пациента на момент поступления функций органов в норме. Температура тела в норме. СРБ в норме. Но соблюдается тревожное расстройство, отдышка, ощущение сердцебиения, пониженный уровень бенуфлуорекса и расстройство сна. Опрос. Последние годы пациент глубоко изучал инверсию в астрофизических явлениях. 3 недели и 2 дня назад он сформулировал теорию белой дыры. Противоположность черной дыры. Согласно пациенту, белая дыра выталкивает материю, поглощенную черной дырой. Когда белая дыра и черная дыра достаточно сближаются, между ними может образоваться туннель. Диагноз: невроз, вызванный постоянным напряжением и чрезмерной умственной активностью, вечерние и ночные часы, а также общее утомление организма. Заключение: пациент не обозначил, как именно материя, ранее поглощенная черной дырой, предположительно находящийся в другом измерении, выталкивается белой дырой, однако данный факт вызывает у него сильную тревожную реакцию. Он также не уточнил, почему вышеописанный туннель угрожает его ощущению безопасности, однако в его речи и рисунках прослеживается четкая связь между гипотезой и неврозом. Понятно, шизофреники. Опять жмуры. Одни жмуры. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс для выработки поляризирующего тока, который стимулирует выбранный участок мозга, а также соседние участки. Предположительный результат — рост невропластичности и ускорение нейрогенеза тканей. Гипотеза: данный метод должен позволить повторное освоение языка, обеспечить понимание сложных социальных ситуаций, восстановление памяти, однако невозможно. So apparently there's hope. We can... No. Wait. The memories won't come back. So much for the hope. Защита от мушек, электрический камуфляж. Стертый мозг показывает значительное снижение электрической активности. Судя по всему, мушки больше не проявляют интерес к пострадавшим. Вывод: необходимо замаскировать активность здорового мозга. Шапка-невидимка, металлическая сетка для волос, излучение слабых электрических импульсов. Для имитации стертого мозга ни на ком проводить испытания. Без испытаний это не более чем прототип. Где шапка-невидимка? Дайте мне шапку-невидимку. Согласно последнему отчету, полученному до того, как мы потеряли связь, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Один из специалистов, столкнувшись с облаком, не продемонстрировал симптомов потери памяти и не утратил когнитивных функций. Говоря простыми словами, мушкам он не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в естественное состояние шока, вероятно, из-за сильного стресса, что привело к временному замедлению его мозговой активности. Вероятно, облако решило, что его мозг нейтрализован и не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза, так как, зачеркнуто, мы понятия не имеем, что это. Нужны данные. Вот и... Вот и яснее они, да, память не стерли, я только хотел сказать. Лепота. Космос для Альянса. И тут жмуры. Кругом одни жмуры. Куда мы идем, непонятно.
Профессор Азим, на 24-й день миссии пациент был найден за пределами базы. Симптомы: спутанность сознания, паралич, немота, отсутствие реакции на внешние раздражители, причина неизвестна. Пробуждение запланировано на 46-й день миссии. Временное изучение 22 дня. He couldn't get out. Poor bastard. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Richard must have given them something to calm them down, as he did in a hideout. Так, я уже запутался. Открывайся. Тут нет ничего. Так, отсюда я пришел. Тут закрыто. Тут тоже закрыто. Не люблю я вот эти запутанные коридоры, мудреные. Так, оттуда мы пришли, по-моему, да? Мыло там кто-то ел. Мы тоже были. Дальше, по-моему, некуда идти. Ну да. Так. Блок Б. А, вот про это устройство, которое считывает последние мысли перед смертью, что человек слышал, что и так далее. Черепной интернейронный стимулятор в широких массах известен как замогильный фонендоскоп. Руководство пользователя. Назначение: фиксация последних сознательных воспоминаний умершего мозга. Метод: отправки электрических импульсов через нервные волокна, которые объединял функциональная целостность в преддогональный период. Процедура использована: очистите кожу на лбу погибшего, прикрепите 6 плоских электродов в местах, указанных на схеме, установите настройки аппарата согласно приведенным назначениям и активируйте аппарат, нажав кнопку «Пуск». Наденьте наушники, прилагаемые к аппарату. Наблюдайте последние воспоминания мозга умершего. Внимание! Данное руководство применяется только в случае недавней смерти или ранений. Или ранней стадии разложения. Результаты исследований ненадежны и могут быть неэтичны. Ого, я читал про это, короче, в «Непобедимом», про эту фигню. Они там кому-то одевали, считывали последние воспоминания там с кого-то. Блин, Гера хитро-то. Я бы уже его нашел и полетел домой. Повторная заявка на разрешение работы над личным проектом. Повторно прошу разрешить мне разработку устройств для чтения предварительно названных Оптон и Лектон. Желаю оспорить заявление старших инженеров о том, что мои идеи — это эфемерные фантазии, лишенные какого-либо практического потенциала. Для подкрепления концепта я создал первый прототип Оптона. Хотел бы еще раз обозначить принципы моей разработки. Я глубоко убежден, что смелое видение писателя-фантаста под псевдонимом Лем может стать реальностью. Необъятные космические знания больше не будут храниться на материале естественного происхождения. Книги примут форму кристаллов, и содержимое будет записано в них. Ну, кстати, да. Практически на кристаллы сейчас все и записываем. Так на кристаллы все и записываем, что процессоры там и так далее. Это и есть кристаллы.
Прочесть кристаллы можно будет с помощью Аптона. По моей задумке, внешне он будет похож на книгу с одной страницей между обложками. Планшет описывает. Каждое прикосновение будет перелистывать страницы текста. Преимущество Аптонов, точное воспроизведение процесса чтения при невероятной экономии мест в библиотеках, что позволит значительно расширить наши возможности накопления знаний и обеспечить преимущество в межпланетной арене. Примечание. Помечаю на Аптоне копию истории в честь Непобедимого с целью демонстрации. Второй проверенный мной концепт — это своего рода устройство для чтения с функцией воспроизведения звука. Оно может получить популярность у пилотов, вынужденных проводить много времени в межпланетных перелетах, но желающих расширить собственные горизонты посредством литературы. Таким образом, я не исключаю презентацию рассказа в звуковом формате. В заключение, надеюсь на ваше положительное решение и прошу назначить дату презентации сразу по отбытии с регистри, дабы я мог незамедлительно продолжить работу над Аптонами и лектонами. Прикольно. Типа Станислав Лем, получается, в своих книгах каких-то планшет описывал. Блин. Я его вот не читал, я только фильмы вот Солярис там по нему смотрел. И все, фильм. Точнее, наши и зарубежный. Так, ну мы тут все осмотрели, по-моему. Лобби, блок. Тут мы тоже были. Да, тут мы карточку взяли. Ну блин, ну прикольно ведь. Вот здесь точно ничего больше нету. Да не, нету. Ладно, пойдем отсюда. Блин, стекло так сделано, как в старых этих. Раньше в подъездах такие стекла вставляли в моем детстве. Такие ребристые. Так, а мы оттуда вышли, да? U3. Да, мы отсюда вышли. Ну, короче, в лифт нам запрыгивать. Блин, я бы до сейва на самом деле дошел, если еще эта долгая игра будет продолжаться. Сколько, интересно, до конца игры осталось? И все. И я бы... Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Так, а вот и сейф. Dirac field, ready to activate. Spherical thrower, anti-protons. Oh, it'll be hell. Force field interference. Stable. 5 meters above the ground. Now the electro brain. Друзья, секунду. Loaded. Oh, you can cut off everything, you little bastards. I'll smash you into dust all the same. Rahitra! Here. Он. Но я осмотрюсь сначала. Поговорить мы с ним всегда сможем. Yasna, are you there? What are you waiting for? Где? Я не пойму, это все мы уже близимся к финишу или нет? Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rahitra?
What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasta, make a decision. Here and now. Come on. How's it gonna be? Блин, я не уверен, что с ними нужно сражаться. Ну ладно. Right. Have it your way. Let's destroy them. Now we're talking. Okay, I'm ready. Вот не надо было уничтожать. Ну, я говорю, тут выбор, роботы либо люди будут. Number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. Whoa! Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Блин, музыка, конечно, вообще. Shit. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! That can't be good, right? What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, Yasna. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? У нас What is стреляет. it doing? What did you see? Yasna! The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. The circus must have gone haywire. It shot down the probes. Теперь он Now нас it's будет probably убивать. operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Какой радиостанции? Где радиостанция? Это радиостанция. А что мне нужно сделать? Типа запомнить. Что надо делать-то?
центру я. Все, я понял, довести. Мигающий. Condor, are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. Astrogator, this is Yasna. I managed to get to the Condor's bridge. Rahitra and I led the attack on the cloud, but the Cyclops... Failed? Worse. The Cyclops got out of control and knocked down the probes. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. You should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially, and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent... Блин, а облако вон оно all it идет. takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. And a man of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. And probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rahitra. My memory, you could
It's possible. Well, thank you What for? I haven't done anything. for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Hitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget Hitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. I'm mainly referring to other machines that evolved simultaneously on Regis 3. For instance, those structures we called the City, or the robots you uncovered at the excavation site. Who knows what kind of technology they had? Uh-huh. And you're saying they were fighting each other? Or competing is a better word. But yes. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for this. How did these machines even get here? Who built them? Probably some alien race. Highly evolved. It all adds up if we assume they crashed on Regis 3. But not even a single living organism survived the accident. Only machines were left. And then what? They started bashing at each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Или шприц со снотворным, мы можем его усыпить просто. Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources,
They spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply. For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Well? Yeah. I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. What if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else can we do, if not attack? We can leave this place and never come back. How so? Your commander will swoop down from orbit and pick us up? Or do you have an extra ship up your sleeve? I'm afraid none of these. I was thinking about a saucer, or some other vehicle from the Condor. Don't count on it, Yasna. It's a miracle we arrived on that wreck of a saucer. Nothing else flies around here, I checked. Huh. I'm done. Warheads are armed. One more press of a button. And there'll be no turning back. То есть непобедимый не прилетел, что ли? Я не понимаю. Дождаться непобедимой, она сказала. We no longer have any landers. So I hate to say it, but I can't help you. Let's send a message to the Invincible. A short report on the status of the crew. And on our discoveries. You should also introduce yourself as a member of the Commonwealth. It's better not to hide it, as it will only arouse suspicion. Don't worry about that, Novik. It's up to me to make sure they understand everything. Now, let me check on the guys. I want to make sure they're stable. I hope we'll speak again, Astrogator. Until then, Rahitra. I'll join you soon. No hurry, Yasna. Take your time. So, he's gone. Doctor. Yasna, it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. I know I couldn't keep my mouth shut. Sometimes. But that doesn't change the fact that I'm extremely grateful to you. You could have flown away so many times, yet you stayed with me until the end. Thank you. You shouldn't thank me. It was my bounden duty as commander. My only regret is that I couldn't do more. And that some decisions... Please don't blame yourself anymore. There's no point. Now Koval needs you. Understood? Yes, Mom. Have a safe journey, Novik. Thank you, yes. And... see you soon. Over and out. Просто взрыв мозга. You look... like shit. I know. Really tired. That's what I meant to say. Because you're trying to be polite. The undeniable truth is, I look and feel like shit. Will you close it for me? Of course. Support and stimulants will help you. I won't sleep. I can't. You know that. I have to endure somehow. The situation won't get any better if sleep deprivation kills you. Stimulants should only be taken in exceptional circumstances. Not every day. Well, this is an exceptional situation. I can't imagine a more exceptional one.
It's a strange feeling. Remaining conscious in the hibernator. You clearly haven't visited the infirmary often. This is a standard procedure for a long recovery. Will you take another look at Landor and Spluskas? Sure I can. Though, I doubt their condition has changed. Thank you. But you're still wondering whether to go to the nest. This is probably your last chance. If you want to make it before the Invincible arrives, it would be good to have you here when they come. I've been thinking about it for a while, and it's something I just have to do. I might be the only person who can make contact, to understand. I know, but you will come back, won't you? I intend to. Друзья, я думаю, на этом сегодня все. К гнезду мы отправимся завтра. Прям вот вообще. Я понимаю, что, скорее всего, это уже к концовке мы подходим. Но продолжим завтра. Музыка такая играет. Не, саундтрек вообще мощный. Я причем себе купил версию максимальную игры. И там есть саундтрек. Блин, просто бомба, друзья. Не, игра бомба. И ее, наверное, стоит пройти еще несколько раз ради других концовок. Блин, я, может, даже со временем это сделаю и выложу все концовки. Ну, посмотрим. Но игра прям бомба-бомба. Вот. А так что, всех обнял, всех приподнял. С вами был Царь-младший. Пишите, как вам игрушка. Спасибо за лайкосы. Вот. Пойду я отдыхать. Куда-то, кстати, лайкосы пропали. Я надеюсь, никто... Мне порой кажется, что мне кто-то нагоняет какую-то накрутку. Друзья, если кто-то так делает, не надо так делать. Такого давно не было. Раньше это было. И вот сейчас опять было 9 лайков, стало 6. Ну, блин. Если кто-то накручивает, то не надо так делать. Вот. Потому что это, наоборот, вредит моему каналу. Все, друзья, на этом сегодня все. Всем добра, здоровья, удачи и мирного неба над головой. Самое главное в наше время. С вами был Царь-младший, канал TacPlay. Да пребудет с вами сила, друзья. Если успею, то мы завтра прям запустим стрим вот по Непобедимому до Battlefield. Может, успею сделать 2 стрима. Все зависит от того, как я завтра в офис приду. Если приду пораньше, то приеду пораньше и успею как бы все это сделать. Если нет, то нет. Вот. Хотя, может, не стоит мне на один день 2 стрима намечать. Это тоже так затратно. Ну, блин, бомба. Прям вот под конец. Мне особенно понравилось, как мы сейчас наблюдали, как этот циклоп, короче, сражался с этой тучей. С неба наблюдали, музон такой играл. Блин, вообще просто. Блин, разработчикам прям респект. За левел дизайн, за атмосферу, переданную вот это вот старой фантастики такой научной. Блин, и всем рекомендую эту игру, чтобы просто хотя бы она в коллекции была. Просто там, либо вы, может, как-нибудь пройдете все 6 вариаций концовок. Ну, рекомендую, тем больше, что она достаточно недорого стоит. Все, друзья, всех обнял, всех приподнял. До завтра, до новых каточек.